Всем привет! Меня зовут Ольга, я рада видеть вас на своем канале. Не так давно у меня вышло видео под номером 27, где я рассказывала о таких проблемах с листьями, как пожелтение, высыхание, почернение кончиков листьев, с чем это было связано. Но возникло еще очень много других вопросов, и я решила вернуться к этой теме и снять вторую часть. Сегодня в кадре у меня два спатифилума, которые я пересаживала на видео номер 29. Кто не смотрел, коротко расскажу. Я привезла 3 спатифилума, они все были с вот такими пожелтевшими листиками. Была засохшая розетка в центре. Я разделила кусты, полностью отряхнула их от старого грунта, заново посадила в тот же горшочек. И вот прошло чуть больше месяца, давайте посмотрим, какой результат. Вот этот спатифилум изначально был самый зеленый из всех. Когда я делала его пересадку, там даже оставался один цветок, он после этого уже завял, я его срезала. Но сейчас видно, что он уже полностью адаптировался, и молодые листья уже появились. И самое главное, что цветок заново зацвел. Вот самый первый появился уже через месяц, цветонос, и там внутри еще 2 маленьких только-только вылезли. Другие 2 растения еще не зацвели, но видно по листикам, что им уже гораздо лучше. Покажу вам на примере вот этого растения. Вот у него пошли молодые листья, они гораздо темнее, цвет более насыщенный, они большие, блестящие. То есть разницу очень сильно видно. Видно, что растение хорошо прижилось и развитие пошло. Но иногда даже после такой пересадки появляются молодые листики, и они не насыщенно зеленого цвета, а такого салатового. Если листья растения начинают светлеть, но светлеть равномерно, не путайте вот с такой мозаичной пятнистостью, как мы рассматривали в прошлом видео, лист становится равномерно светлее. Так вот, если такое происходит, то значит растению не хватает элементов питания. Либо растения в принципе давно не подкармливали, либо растению не нужно сменить само удобрение. Давайте немножко подробнее остановимся на элементах питания. Кто-то уже знает про это, кто-то нет. На каждом флаконе с обратной стороны обязательно будет написано состав, что входит в состав удобрения. И в первых же строчках обычно пишут азот, фосфор, калий или обозначают эти элементы НПК. Если сейчас очень грубо разделить эти элементы по функциям, которые они выполняют для растений, то азот — это элемент, который отвечает за наращивание зеленой массы, калий — это элемент, который отвечает за цветение растения, и фосфор он нужен на начальной стадии развития для корневой системы и когда растение начинает цвести и завязывать плоды. В состав удобрений для декоративно-лиственных входит в большей степени азот и чуть меньше фосфора, калия. И наоборот, для растений, которые цветут, в меньшей степени азот, в большей степени калий, фосфор. Также есть универсальное удобрение, которое содержит все эти элементы примерно в равных пропорциях. Если мы не будем вносить удобрения, то растение со временем будет терять свой декоративный вид. Пропадет цветение, листики будут расти медленнее, меньшего размера, более тусклой окраски, поэтому удобрения, конечно, нужны. Так как спатифилум у нас цветущее растение, то в основном к нему применяются удобрения для цветущих растений. Но если вы вносите удобрения для цветущих, но видите при этом, что лист становится светлее, при этом также он может становиться немножечко ниже, если лист уже вырос, раскрылся, но продолжает держать вот такое положение, плюс он еще светлый, однозначно растению не хватает азота. Попробуйте поменять удобрения, чередовать для цветущих, в следующий раз внести удобрения для декоративно-лиственных. Как только вы увидите результат, что лист стал темнее, что он хорошо раскрывается в разные стороны, можно снова перейти на удобрение для декоративно-цветущих, и растение будет набирать цвет. Итак, итог всему этому: салатовые листья — это нехватка элементов питания, в частности азота. Если не удобряли растения, начните вносить для цветущих. Если вносили для цветущих, попробуйте чередовать с удобрениями для лиственных, либо можно перейти на какое-то время на универсальное удобрение. Следующая проблема — это проблема с молодыми листьями. Если вы увидели, что у вас начал только-только появляться новый листик, он еще даже не раскрылся, остается закрученным в трубочку, и он уже на этом этапе засыхает. Или лист уже раскрылся, но начинает медленно с конца подсыхать. Или появляется молодой лист, но он недоразвитый. То есть лист вроде бы развернулся, вы видите, что половина листа нормальная, а половина либо вообще отсутствует, либо она такая узенькая-узенькая. В общем, любое какое-то увядание или уродство молодых листьев, их скручивание, их деформация — это все признаки того, что на вашем растении обитает клещ. У меня есть видео, где я показывала клеща на калатее, где я показывала клеща на фикусе. Но если на тех растениях клеща можно рассмотреть хотя бы с помощью лупы, то на спатифилуме его не видно. Можно только по признакам на листьях, которые я только что вам перечислила, опознать, что на растении клещ. Еще один признак явного обитания клеща на растении – это медленное просыхание грунта. Когда мне кто-то из подписчиков задает вопрос, что с моим спатифилумом, вот посмотрите фотография, листья опустил, не знаю, что делать.
Первый вопрос у меня какой: как часто вы поливаете свое растение? И когда мне в ответ пишут, что я поливаю спатифилум 1 раз в 2 недели, потому что все это время грунт остается влажным, то ответ здесь очевиден. Часто именно по этой причине происходит и перелив, и перекормка растения. Те проблемы, о которых я говорила в первой части. И очень часто, когда растение долго сидит в своем горшочке, особо эта проблема не видна, не бросается в глаза. Кроме того, что грунт просыхает достаточно долго, но немногие обращают на это внимание. Кажется, что раз в 2 недели, значит так надо. И особенно часто клещ встречается на растениях, которые мы только что принесли из магазина. Есть у меня такое растение, сейчас я это сдвину. Вот, мне его подарили недавно. Приходили гости, решили сделать подарок. Вот такой спатифилум. С виду кажется, растение, все, листики, все прекрасно, там какие-то цветочки. Но давайте посмотрим поближе. Во-первых, сами цветы, они очень маленькие. У спатифилума цветоносы обычно либо хотя бы доходят до уровня листвы, либо чаще всего они выходят еще выше. Здесь они очень низенькие. Есть листья дрявые, деформированные. На кончиках вот такие сухие, про то, что я говорила. Когда я срезала листик с этого растения, посмотрела на него под микроскопом, то, конечно, я увидела там клеща. И вот что обычно происходит? Появляется у нас новое растение. Значит, там листики плохо что-то растут, наверное, ему тесно в этом горшочке, в котором оно было в магазине, и вообще там грунт плохой, надо срочно пересадить. И очень многим сразу хочется не просто пересадить, а еще разделить этот куст на несколько частей. Или второй вариант: у нас уже есть какое-то растение, растет оно у нас уже давно, но растет плохо, медленно, листики вырастают медленно, дочерние розетки особо не образуются. И сразу в голову та же самая мысль приходит, что растение нужно пересадить, несмотря на то, что его и поливают, и удобрения вносят, и правильно ухаживают, свет, тепло, все в порядке, надо пересадить. Такая пересадка пройдет для растения очень тяжело. Если на растении клещ, а мы его еще и вытаскиваем из земли, тревожим его корни, конечно, оно в это время немножко ослабевает, а тут еще и клещ на нем забирает у него силы. В лучшем случае растение у вас опустит листики после пересадки и будет очень долго болеть. В худшем случае оно очень быстро начнет погибать. Листья, начиная с концов, начнут желтеть и засыхать, и все это произойдет буквально за несколько дней, и в итоге растение может погибнуть. Поэтому я вам очень рекомендую только что купленные растения не спешите пересаживать в тот же день, через неделю. Пусть оно у вас постоит отдельно от всех цветов на карантине, обработайте его препаратами от клеща, а после этого уже сможете его смело пересаживать. Более подробно о клеще, о том, как он проявляет себя на разных растениях, о методах профилактики и борьбы с ним, я расскажу в своем следующем видео. А на сегодня у меня все. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!